Что такое неисправность RAM Restore? Давайте разберем сегодняшний вопрос. И всем привет, как всегда. Основными дефектами являются погнутость балок и поперечин, а также их изгиб, усталость, трещин балок, поперечины, кронштейн-рессоры, трещины отверстий под заклепки, ослабевание заклепочных соединений. Трещины на элементах рамы устраняются путем сварки с дополнением дополнительного материала или без дополнения дополнительного материала. Для разборки заклепочных соединений рамы применяют пневматические рубильные молотки или газовую сварку. Перед установкой новой клепки необходимо проверить состояние отверстий для заклепки. При сборке рамы применяют гидравлическую установку. Ремонт рессор. Рессор могут иметь следующие дефекты: поломки листов, потери упругости, срезание центрального болта, износ пальцев и втулок в кронштейнах. По сути, это все, что я хотел вам сегодня рассказать, поэтому кратенько напомню, чтобы не забывали подписываться на мой канал, вам не сложно, а мне приятно, и поставьте, пожалуйста, колокольчик, чтобы всегда быть в курсе последних событий на моем канале. Также поставьте, пожалуйста, лайк, мне будет это очень приятно, а вам не сложно. И напишите комментарии. Вместо того же глупого дизлайка лучше напишите комментарий с пояснением там, где я допустил свою ошибку. Также вы можете предложить свою тему для видео по конкретной теме. И не только по конкретной теме, там техническое обслуживание. Может, у вас еще какие-то интересные есть вопросы. Давайте разберем. Я запишу, и может в ближайшем будущем я сделаю туториал на эту тему. Если, конечно, видео наберет 50 лайков, а лучше всего 100. Пока что на этом все. Всем спасибо. Помните, дальше будет только интересней. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. И всем удачи!